Приветствую тебя, мой дорогой зритель. И сегодня я хочу показать, как я добралась с Испании на Мальту на покерный турнир и как живут крупье на этом острове. К сожалению, никаких джакузи шампанским и золотых унитазов. Начнем. И мы с вами уже в аэропорту Барселоны, а направляемся на Мальту на очередной покерный турнир и немножко сменить картинку перед глазами. Первую часть перелета не снимала из Аликанте в Барселону, потому что не хотела, что-то не было у меня ни настроения, ни желания, не выспалась. Проснулась рано утром. В общем, начнем репортаж отсюда. Что-то как-то высадили нас на гейтах на посадку. Отдельного нет выхода с Алиды. Ищу его уже минут 10, наверное, иду, никак не дойду. Мне надо в другой терминал подъехать на автобусике. И вот наматываю километраж по первому терминалу и буду ехать во второй. Смотрите, какая зона отдыха. Деревья, скамеечки. Выглядит очень уютно. Я даже не знаю, что поснимать. Может, кому-то интересно, как выглядят аэропорты внутри. Я уже столько их видела в своей жизни с этой работой. У меня был месяц один, когда мне было в один месяц 17 перелетов. 17 Карл. Ну, я считаю, с пересадками. То есть, допустим, в одну сторону у меня там 2 пересадки, 3 самолета, это 3 перелета. Вот так вот. Я уже говорила, что я скоро засвечусь от радиации. А подружка шутила, что меня можно будет на новогоднюю елку цеплять вместо гирлянды. Так что просто пойду так поснимаю в поисках выхода отсюда. Выпустите, пожалуйста. У меня еще рюкзак такой тяжелый. Ноутбук с собой взяла. А он весит как труной. Ноутбук взяла, мужика не взяла. Приходится самой таскать тяжести. Так, выход вниз у нас. Идемте. Выйдем отсюда. Идем по указателям. Вот мне нужен этот автобусик Т1, Т2 центральный, который между терминалами курсирует. Значит, куда-то сюда. Откройся. Спасибо. Хороший аэропорт, на самом деле, оснащенный всем необходимым. Ну, конечно, один из самых больших аэропортов Испании. Мадрид, Барселона и вот Аликанте, наш маленький, относительно маленький, на третьем месте. Эскалаторы, траволаторы везде. Для людей с ограниченными возможностями тоже все условия. И туалеты, отдельные подъезды к гейтам, ко всему, в общем. Где же мне искать мой автобус? Причем я уже ездила на нем когда-то один раз. Я знаю эту систему, сейчас не совсем потерянная. Так, где-то там он был. Пойдемте сюда. Вовремя остановилась. Следовало просто оглянуться назад. Вот он. Сзади пристроился. Побежала бы куда-то. Так он выглядит. Бесплатно возят с первого на второй терминал. Поехали. Смотрите, какая очередь только на регистрацию. Вот. И туда она вправо уходит за поворот. С ума сойти. Ой, не в ту очередь я стала. И меня совершенно не смутили люди с багажом, которые стоят на таможенный контроль. Багаж-то должен сдаваться на регистрации. И только с ручной кладете на посадку. Идем дальше. Все, нашла. Пока интересная история из аэропорта Аликанте.
На таможенном контроле какой-то чернокожий человек на букву «Н» устроил скандал из-за того, что он не хотел заходить в рамку металлоискателя. Вот эта рамочка, через которую проходят все люди, он такой стоит, говорит: а я не пойду туда, вот я стороной обойду ее, а входить туда не буду. И причем в такой очень агрессивной манере он это все поведывал. Там уже сбежалась охрана аэропорта, все вот эти таможенники, остановили всю очередь. На людей самолета, он нет, скандалит, тут перся родом, не пойду. Вот такие дела. Присела передохнуть немножко и посмотреть на карте, где тут находятся открытые площадки. В аэропортах Барселоны есть территории такие, на которых можно выйти, подышать свежим воздухом, насладиться солнышком, просто сидеть в замкнутом пространстве. Вот. А пока хотела вам показать комплектацию перелетного человека. Рюкзак, бутылочка для воды, чтобы набирать водичку, кофта, рюкзачок маленький, женская сумочка и такой сверточек у меня есть. Тут внутри пледик находится. Когда холодно на борту самолета, там температура понижается у нас, и чтобы не замерзнуть, вот он крепится к рюкзаку между спиной и рюкзаком. Его не на контроле не видят, то есть он не идет как дополнительная сумка. Место в рюкзаке не занимает. И очень полезная вещь. Увидела у кого-то из блогеров такой лайфхак. Думаю, мне надо, мне очень надо, закажу себе. Передышка, и побежим дальше искать солнце. Классно, классно, не держат людей заперти. Он прошел таможенный контроль, там сколько у тебя до рейса? 4 часа есть. Допустим, как у меня сегодня. И ты не сидишь вот на одном месте, в закрытом помещении. Можешь выйти подышать свежим воздухом. Еще кафешка какая-то есть прям. Смотрите, как красивенько, аккуратненько облагорожено все. Вообще. Даже есть зона для выгула собачек. Газончик тут. Можно погулять своим песиком и убрать за ним какульки. Надо пойти найти фонтанчик с питьевой водой. Набрать себе на дорогу. Спрятали фонтанчик аж на нижнем этаже. Там, где никто не ходит. Чтоб никто не нашел. А я нашла. А я такая. А у меня времени много. Сейчас сделать вам обзорчик на duty free. Вот, армяне. Почем, что почем. Ценники. Смотрите сами. Ланком. Тональники. Тушь. Помада. Estée Lauder. Знаменитая их линейка. По 200 евро. Наборы по 300, по 400 практически. Герлены, мои любимые, вот этот мой любимый аромат. Боска ванила. Где ценник на них? А вот, 100 евро. Дорого. Шанель. Шанель, Шанель. Матки. Вот миника Estée Lauder. 23 евро. Такая коробочка. Сколько тут грамм? Не понимаю, сколько граммовка. 5 миллилитров, вот. 5 миллилитров. И такой еще миника Estée Lauder. 43 евро. Тут 15 миллилитров. Самолет.
Самый любимый момент в любом полете. Момент взлета. Тут аэропорт так близко к морю находится. Мальта, жди меня. Режиссура. Уровень бок. Вот летела, только что выглядываю в окно через очки. У меня радуга на море. Как-то так я вижу мир в солнцезащитных очках. Ой, добро пожаловать на Мальту. Воздух свободы чувствуется. Все, вышли с аэропорта. У нас куча такси стоит, но нам нужны вот те салатовые автобусы. Городской транспорт. Тут вообще с городским транспортом все прекрасно. Спокойно можно доехать по всему острову. Такой вот комфортабельный автобус, который довезет вас в любую точку Мальты. Зарядки. Удобно. Когда организовывается какое-то мероприятие, выбирается место проведения, и дилерам на почту приходит приглашение на данное мероприятие. В приглашениях обычно описываются условия, то есть проживание, питание, транспортные расходы, кто покрывает, или компания, или мы сами за свой счет, и оплата, сколько тебе будет платить за час. Вообще в 80, наверное, процентах случаев транспортные расходы и отель покрываются организаторами мероприятия. Но они сами бронируют вам жилье, поэтому отель, в котором я буду сейчас жить, это для меня сюрприз. Какой-то новый отель нам сняли. Пойдемте посмотрим, в каких условиях проживают дилера-фрилансеры на Мальте. Обзор на номер. Зеркало, кондер, стол, шкафчик, сам номер. Хороший. Прям постарались в этот раз. Ванна, туалет. Все чистенькое, все новенькое. Что тут еще у нас есть? Балкончик. Вид не очень, конечно, не на море. В других номерах на другую сторону красивее вид. О, кстати, неплохо. И вон, где, сейчас покажу. И вот там, вот тут вот, находится казино, наша работа. И сколько тут пройтись? 5 минут, 4. Ну, в общем, рядышком. И еще в этот раз, не часто такое бывает, у нас включен завтрак. Чаек, кофеек, чашечки. Холодильничек даже есть. Тоже не во всех номерах, далеко не во всех отелях есть холодильники. Нужно сходить в магазин, купить воды и что-то покушать. Распаковочка чек. Корочка. Мне сегодня на ужин покушать. Готовая. Что я обычно покупаю в отелях? Сырок копченый. Люблю. В Испании его нет в нашем регионе. Покупаю на турнирах. Яблочко зеленое. Морковка. Тоже люблю пожевать, как перекус. Огурчик. 2 протеиновых батончика. Сладенькое на перекус. Кефир. И бутылочка воды. Вот этот весь шикарный продуктовый набор обошелся мне тоталом в 20 евро.
Я в шоке. Это дорого, это очень дорого. На Мальте всегда было дорого, но в этот раз как-то то ли еще сильнее цены подняли. Тут смотреть не на что. 20 евро. Ну что ж. Дорога на работу. Вот наше рабочее пространство. А вход для персонала у нас через паркинг. Через подземку. Так вот. Наравне с машинами. А сзади еще кто-то едет. Да, безопасность. Вот. Дали нам такие браслетики для дилеров, чтобы нас могли отличать. Рулеточка, лайв-гейм. Тут у нас онлайн-казино. И там еще один лайв-зал. Вот так казино выглядит в этот раз. Такая территория. Это первый зал. Еще будут другие залы. Ругаются на меня, что я снимаю, конечно. Но ничего, никого нет, можно. Готовимся к началу. Это у нас центральный городской пляж. Так он выглядит. Пришла, села на свое любимое место с красивым видом, потому что сзади меня вот такой вот вид. Хочу смотреть в эту сторону. Люди купаются, немножко загорают. Конечно, не лазурное побережье Коста-Бланки, знаете ли. Грязненько. Хотя, кто приезжает на Мальту вообще на пляжный отдых? Я не знаю, мне кажется, сюда все приезжают тусоваться, гулять. Пойдемте выбираться с этой стройки. Стройки на Мальте немерено. Вроде как курорт, а вроде как вечный ремонт. Такие улочки мальтийские. Мы сейчас с вами находимся не в Валете, не в столице Мальты, а в городке Сан-Джулианс. Такой местный Лас-Вегас, где сосредоточены клубы, казино и прочие прелести жизни. Сейчас все закрыто, как день на дворе. Ночью все открывается, начинаются тусовки, а пока все выглядит довольно-таки непримечательно, грязненько местами. Что-то как-то не хотят они работать и убирать. Ну, конечно, тут, я думаю, целого дня не хватит, чтобы убрать ту вакханалию, которая происходила в ночи. Вот, что моют какие-то улицы, Тепенко. Вот еще один типа пляжик, такой каменистый. Ну что могу сказать? Какое-то настроение побурчать у меня, что ли? Или оно действительно так выглядит все невзрачненько? Не знаю, не знаю. Пойдемте занырнем с обрывчика. Ну, водичка прозрачная, конечно. Как-то так. Вид с площадки возле казино. На порт, на пальмочки, на яхточки. Такой кружок. Фонтанчик у нас тут. Вон Мальта Покер Фестивал наш. А тут лифт на улице, чтобы спуститься в этот порт. И мы сейчас и воспользуемся. Ой, куда ж ехать-то? Давайте минус 4 попробуем. Надо было на минус 5 ехать. Там было все расписано на стене, на каком этаже что находится. Ну кто ж это читает, а? Марина. Вообще Мальта это такое островное государство, которое всю свою историю боролось с захватчиками.
причем успешно боролась. И не последнюю роль в этом успехе сыграл рельеф самой Мальты. Тут очень скалистые берега, рыбки плавают. О, вкусные. Вот, тут скалистые берега, скалистые обрывы и очень мало песчаных пологих пляжей. Это, собственно, помогало мальтийцам оборонять свои берега от всяких нехороших дядек, которые приходили. Ну и как следствие, пляжей тут мало. Только, наверное, на западной части острова есть красивые пляжи, красивые лагуны. Там, где сам большой остров Мальта переходит в два более мелких острова. Вот, там хорошо, там красиво. А так основная территория Мальты, все побережье, оно такое обрывистые скалы. Оно, конечно, красиво все, очень много древности. Но если вы едете за пляжным отдыхом, то вы явно не по адресу. Так, это все, конечно, хорошо, но у нас впереди еще одна бухта. Нужно туда прогуляться, посмотреть, что там происходит. Такая тоже стройка идет. И детки что-то купаются, где могут. Вообще на Мальте левостороннее движение. Наследие Британской империи очередное. Все острова, которые Британия захватывала, там везде вот это вот левостороннее движение перевернутое и розетки с 3 концами. Так что, если будете ехать на Мальту, берите с собой переходник обязательно с обычных наших вилок на британские. Вот тут у нас конец этой бухты, и вон дальше выход в открытое море. Ой, смотрите, смотрите, какая луна. Сейчас приближу. Видите? Вверх ногами висит. Что это такое? Как такое может быть? Мальтийская архитектура. Загуглила, что это такое. Церковь Девы Марии Кармельской. Готическое такое здание. Так это выглядит вблизи. Но почему-то закрыто. Никто не проводит службы, и вовнутрь попасть нельзя. Ладно. Смотрите. Центр города. Тут у нас набережная, а тут у нас курочки пасутся. Петушки гуляют. Капец. Пока иду домой, покажу вам самое тусовочное место на Мальте. Улица с клубами. Сегодня воскресенье, народу не так много, а так тут вообще толпы такие стоят людей. Всех национальностей. Полностью. Такой микс. Вот как-то так. Тут выглядит, с каждой двери музыка орет. Зазывают тебя. Выпить, да, потанцевать. Казино Мальта. Еще одно казино. Мы тут тоже работали когда-то один раз. А мы идем домой отдыхать. Завтра на работу. Я уже выросла со всех этих движух. Мне это уже не интересно. Вот такая вот я скучная женщина. Поэтому топаю домой. Все, до новых встреч. Всем пока-пока.